Ну, привет всем! Сегодня видео, как мы экономим в Германии. К сожалению, уже приходится. Цены растут, зарплата нифига. Но, честно говоря, это не более из экономии, а и, как сказать, наш образ жизни. Готовим мы только на оливковом или на масле кхи. Ну, или топленое сливочное масло. Ну и вот выискиваем ангиботы. Бывает, допустим, вот это масло стоило 9,30 или 9,90 килограмм. Ну, мы купили, в морозилочку положили. И когда у нас заканчивается масло, мы его сами топим. То что топленое масло можно здесь купить, это проблем нет. Но оно стоит 24 евро. Ну, за 22 можно найти. Ну и вкус маленько как бы другой. Как бы мне не нравится. Покупал я разные сорта. А готовим мы на масле много. Также жареная рыбка, допустим. Кашки. Ну, поэтому вот такой принцип. Ну, сейчас покажу, как я его топлю. В принципе, не так сложно. Ну и вот масло у нас было, которое заканчивается. Но очень вкусно. Можно ложками кушать. Ну, хорошего просмотра. Так, огонь нам сильно не нужен. Ну и в принципе, что нам надо? Нам надо его растопить и дождаться момента, когда она осветлится, станет таким приятного цвета, без хлопьев, и разделиться, так сказать. Шапку мы маленько снимем, там будет как бы пенка такая, и остатки уйдут на дно. И вот то, что будет в серединке, не плавать сверху и не тонуть на дне, то мы нальем в баночки. Вот это и будет масло кхи. Так, ну смотрю, место в кастрюле есть, что закину я четвертую пачку. Это пачки по 500 грамм. Его надо иногда помешивать, конечно, чтобы не пригорало дно. Пригорать оно, в принципе, начнет, когда расслоится и этот осадок сядет на дно, тогда начнет оно пригорать. Ну, пока так. Ну, вот так пенка бурбурлит у нас. Еще убавил маленько. Ну, буду потихоньку помешивать вот так, чтобы не пригорало. Шапка садится постепенно. Ну, скоро будем снимать пенку. Но, по-моему, можно еще убавить. Кипит довольно-таки интенсивно, нам столько не надо. То пригорит снизу и будет запах гари. Поставлю на 5,5 уже. Вот как она бурбурлит. Цвет шумутный, так что идем какая-то взвесь. Ну вот уже, кстати, оно все равно расслаивается. Так, убавлю еще на 5. Ну и буду так помешивать, чтобы у нас не пригорело ничего. Маленько время занимает. Все работа. Ну, свой труд, он ничего не стоит. Поэтому, что его считать? На дядю мы работаем, грубо говоря, за копейки. По цене. Так, ну вот прошло 12 минут, как кипит. И вот смотрите, стало расслаиваться, появились хлопья такие. Ну, будем ждать. Не вовремя, конечно, хлебопечка включилась. Наверное, мешает вам. Ну, извиняю. Все параллельно
Сегодня внес на работу, так что надо днем успеть поработать на себя. Дядя мне масло не принесет. Ну вот, начинаю потихоньку снимать пенку. Пенки это легкие фракции всплыли. Я не химик, не буду врать, что это такое. Но тяжелые фракции у нас падут на дно. Пахнет вкусно, кстати. Запах камера не передаст, конечно. Светлеет потихоньку, но еще не стало прозрачным. И цвет, смотрите, какой получается. Ярко-желтый, янтарный, что ли. Так, ну вот, прошел час. Столько вот пены я собрал. И вот такое масло встало. Вот оно такое прозрачное. Ну и что я могу сказать? В прошлый раз я делал с масла Kerrygold. Ну и как бы там было меньше пены верхового отхода. Ну и было, наверное, сантиметр на дне. По запаху я даже скажу, что то масло было более ароматное, что ли. Но в этом меньше осадка и больше пены. Ну еще минут 10 я подержу и буду переливать. Так, ну что, маленько отстоялась, перестала бурлить. И давайте будем переливать. Масло горячее, осторожно. Вот такое масло получилось. Это вышло с 4 пачек по 500 грамм. Как-то отходу, что ли? Ну это банка, окей, она, наверное, не литр. Она 880. Ну, остальное отход вот такого янтарного цвета. Застынет, потом будет темненькое. Сейчас оставлю его стоять здесь, пусть застывает. Хранить можно его хоть при комнатной температуре, но я храню в холодильнике. Ну и вот к этого мне хватит, ну, месяца на 4, наверное. Подписывайтесь на канал. Еще что-нибудь снимем интересное. Всегда что-нибудь случается, всегда что-нибудь делаем. Но сегодня результат такой. Пока-пока.